Аксессуары — это не просто дополнение к одежде. Они способны превратить даже самый простой, базовый наряд, футболку, джинсы и, например, бежевый тренч, в выразительный индивидуальный образ, который хочется рассматривать. В 2026 году мода особенно акцентируется на деталях. Аксессуары перестают быть второстепенными. Теперь это способ проявить себя, подчеркнуть настроение, характер, индивидуальность. Меня зовут Виктория Шабанова, я сертифицированный стилист-имиджмейкер, персональный и медиа-стилист в профессии уже более 7 лет. Я работаю как с частными клиентами, людьми, которым важен их внешний вид, так и с компаниями, с брендами, стилизуя их фотосессии и съемки. На своем канале я делюсь опытом, советами о моде и стиле, коротко и без воды. Погнали! Разумеется, не все аксессуары нужны всем. Здесь, как и в любых трендах и в моде в целом, нужно выбрать что-то свое, что подчеркивает именно вашу индивидуальность. Но в то же время не стоит бояться экспериментов. Порой получается очень интересное открытие. В крайнем случае, от души повеселитесь. Давайте сразу определимся, что такое аксессуары. Аксессуары — это все, что не одежда. Это обувь, сумки, украшения, очки, платки, головные уборы и так далее. Начнем с головных уборов. В моду возвращаются шляпы, береты, кепки и другие выразительные головные уборы. Они становятся снова не просто утилитарным предметом, а заметным стилевым акцентом. Хотя они и не выходили из моды, но больше использовались как функциональный предмет гардероба. Так, например, шапка бини, наша любимая, как головной убор зимой, чтобы уши не мерзли, а кепка летом, чтобы в голову не набекло. Сейчас же они стали не только функциональными, но и стилеобразующими. Для осенне-зимнего периода я рекомендую выбирать повязки, теплые панамы, кепки, шапки бини, береты, шапки-таблетки, капоры, вязаные косынки, шапки-ушанки. Все зависит от погоды и стиля верхней одежды. В летний период это платок, завязанный назад, панамы, шляпы и, конечно же, кепки. Что касается цвета, то здесь главное, чтобы гармонично сочеталось с верхней одеждой. Если вы умеете сочетать цвета, применяйте эти знания. Если нет, то у меня есть онлайн-консультация, на которой я за час-полтора обучаю этому своих клиентов. Либо, если учиться не хочется, то на экспресс-консультации я подбираю все желаемые аксессуары к верхней одежде с учетом внешности, цвета, фактуры и стиля. Подробности в описании к видео. Переходим к украшениям. С одной стороны, в моде украшения как арт-объекты. С другой, давайте будем реалистами. Какой процент из нас будет носить масштабные броские украшения? Особенно в большом количестве и в повседневной жизни. Наверное, немногие. По своему опыту я знаю, что девушки хотят носить украшения. Им они нравятся. Им нравится, как они смотрятся на других. Они понимают, что с украшениями образ смотрится лучше. Но для себя им выбрать проблематично. Либо, если выбор случился, то возникают сложности с сочетанием с имеющейся одеждой. А знаете почему? Кстати, напишите в комментариях, по какому принципу вы выбираете себе серьги, браслеты, ожерелья. Будет очень интересно почитать. Опираясь на свой опыт работы с клиентами, то, что говорят мне они во время работы, это обычные люди, не какие-то там звезды или не проекты для брендов. Мои клиенты говорят мне, что они выбирают по принципу красоты. Если есть какие-то узоры, висюльки, что-то такое, над чем мастер старался или дизайнер старался, то имеет смысл за это заплатить, и они это покупают. Чтобы было понятно, за что заплачено. Либо другая сторона. Захожу в магазин, вроде что-то выбрала, а потом понимаю, кого я обманываю. Носить все равно не буду, потому что кажется, что мне ничего не подходит. Кладу на место и выхожу из магазина. И в первом, и во втором случае человек остается без украшений в образе. Потому что в первом целая шкатулка, но носить нечего. Потому что к одежде не подходит и они лежат. А во втором случае сложно выбрать, и в итоге этих украшений нету вовсе. Сейчас я вам дам несколько подсказок, которые облегчат вам муки выбора. Подсказка номер 1. Выбирайте базовые украшения. Что такое базовые украшения? Это украшения, имеющие любую геометрическую форму. Круг, квадрат, овал, прямоугольник. Фактура может быть любой, они даже могут быть полностью обсыпаны стразами. Если у вас, как и у меня, в душе живет сорока, то смело можете выбирать такие украшения. Если это слишком смело для вас, то выбирайте золотистые,
и или серебристые. И, кстати, если украшения будут в едином стиле, то есть в базовом стиле, то не нужно даже заморачиваться в сочетании золотистый, серебристый, медный цвет. Все металлические цвета будут сочетаться между собой, потому что сами украшения в едином стиле. Почему я так уверенно говорю про базовые украшения? Потому что в основном у всех у нас гардероб в базовом стиле, так называемый casual стиль тоже. Это тот же базовый стиль. И, соответственно, к этому гардеробу подойдут украшения в базовом стиле. Если есть какие-то узоры, висюльки, кисточки, цветочки, сердечки, это сигнал, что, скорее всего, у украшений есть определенный стиль, не базовый, и они будут сочетаться хорошо именно с одеждой в таком же стиле. А иначе винегрет и антигармония. Еще один важный нюанс – это размер украшения. Если черты лица аккуратные, небольшие, то и украшения должны быть соразмерны. Если же вы обладательница крупных черт лица, то и украшения тоже могут быть крупные, массивные. Либо, если вам все равно на соблюдение пропорций, то украшения могут быть любые. Теперь к трендам. В 2026 году востребованы смелые украшения, крупные кольца, массивные браслеты, цепи, серьги, то, что можно назвать ювелирные скульптуры. Яркие камни, нестандартные фактуры металла, текстуры, все, что выделяет украшение и делает его центром внимания. Такая бижутерия может поднять даже простой наряд. Например, базовый свитер и джинсы, плюс эффектные серьги и колье, получается дерзкий заметный образ. Базовые украшения, о которых мы говорили с вами выше, остаются вне времени, вне трендов, они будут актуальны всегда. Теперь поговорим про сумки. Сумка — это не только про функциональность, но и про стиль. В моде замшевые варианты. Спойлер, они непрактичны. Со мной вообще смешная история происходит. Как только я возьму замшевую сумку, то обязательно будет дождь, либо какие-то осадки, даже если в прогнозе погоды этого нет. Поэтому мои замшевые сумки уже немного пострадавшие, даже несмотря на все защитные меры, которые я предпринимала. Так что я больше за практичность, за варианты из кожи, либо эко-кожи. Что касается формы, то в моде объемные сумки в ретро-стиле, типа модели The Row. Или такие, как будто вы ее нашли в винтажном магазине. Прямоугольные сумки-портфели, овальные формы. Мягкие объемные сумки, микросумки тоже все еще с нами. Важный нюанс. Сумку желательно подбирать под масштаб своей фигуры. Это, конечно, не касается микросумок, это вот для тех, кто хочет прям в тренде быть. Но мы здесь все-таки за рациональность, за разумность. Так что рассказываю. Если фигура объемная, то маленькие сумочки брать не рекомендую. Они потеряются в общем образе. Так же, как и миниатюрным девушкам, я не рекомендую выбирать очень объемные сумки. Потому что такой аксессуар будет смотреться чужеродно. Во всем должна быть гармония. В стилистике даже есть математическая формула, по которой я рассчитываю размеры сумок в соответствии с фигурой клиента. Но это уже в персональной работе. Теперь про ремни. Это прекрасный аксессуар, про который, к сожалению, многие забывают. Его можно использовать не только по прямому назначению с брюками или с джинсами, но и для базового платья, поверх жакетов, рубашек, подчеркивает талию. Таким образом, они добавляют силуэту выразительность и женственность. Идеально гармоничная связка аксессуаров — это сумка, ремень, украшения, очки. И такой комплект будет классно работать даже в самом базовом образе, например, с белой футболкой, с джинсами, либо с водолазкой и простой юбкой. Что же в тренде? В тренде эксперименты. Прозрачные материалы, необычные формы, футуристические элементы, смелые сочетания. Такой выбор особенно хорош для тех, кто любит выделяться, экспериментировать, выстраивать свой стиль, чуть эксцентричный, чуть арт. Как использовать тренды, чтобы разнообразить свой повседневный стиль? Вот несколько формул. Первое — это базовый гардероб плюс яркий акцент. Если вы чаще носите простую одежду, джинсы, базовую футболку, пальто, то можно добавить эффектные серьги, крупное колье, яркую сумку или стильную шляпу. Образ сразу заиграет другими красками. Второе — играть на контрастах. Мягкий, спокойный текстиль плюс грубые структурные аксессуары, или наоборот, строгий костюм плюс крупные украшения или необычная сумка. Третье — это комплектация аксессуаров. Подбирайте не просто одну деталь, целый набор. Ремень, сумка, украшения, очки, чтобы все смотрелось в комплекте гармонично. И такой комплект украсит даже самый простой и базовый образ. Четвертое — это сезонность и материал. Использовать фактуры и материалы в соответствии с сезонностью. Например, сумка из меха в зимнем гардеробе будет смотреться очень здорово, а в летнем гардеробе будет смотреться очень странно. Аксессуары в 2026 году — это не
просто мелочь. Это мощный инструмент стиля. Они позволяют переосмыслить гардероб, придать образу индивидуальность, выразить характер, настроение и вкус. Даже если вы предпочитаете минимализм, достаточно одной выразительной детали, чтобы добавить шарм. Если вы любите экспериментировать, то мода предлагает нам массу вариантов. Смелые украшения, выразительные сумки, головные уборы и, конечно же, необычные материалы. Главное использовать аксессуары не для галочки и не потому, что кто-то сказал, что так модно и так носит какой-то блогер. А использовать аксессуары как выражение собственного «я». И, конечно, выбирать именно те, которые украшают вашу внешность и подходят именно вам, и нравятся именно вам. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, какие аксессуары будете использовать в своих образах. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.